с луком. Я пойду в магазин выбирать лук, который нам нужен. Тут есть такой красивый белый лук, но я возьму красный лучок, потому что в нем больше витаминов, микроэлементов, и это полезно для наших волос и кожи головы. В общем, купила я вот такой красный лук. Сейчас мы будем его измельчать, выдавливать из него сок и потом наносить на волосы. Давайте смотреть. Ну, в общем, как обычно, чищу лук, снимаю с него кожуру и потом будем его нарезать. Все, хватит 3 луковицы. Мы будем наносить лук не на все волосы, а только на корни. Поэтому достаточно 3 луковиц. Сейчас нарежем ароматный фрукт кубиками. Про фрукт, кстати, это была шутка, чтобы потом не было непонятных недоразумений. В общем, главное его немножко так подизмельчить, чтобы блендер его с легкостью смолол. Сильно не заворачиваться, разрезаем пополам и еще 2 раза. То же самое проводим с остальными луковицами. Главное все это делать быстро, чтобы не расплакаться от счастья. Ну, у меня пока еще нет позыва на слезы. Вот как сделаю маску, как будут у меня волосы, как у Рапунцель, вот тогда можно будет расплакаться от счастья. Хотя у меня на самом деле так волосы, как у Рапунцель. Ну, будут еще лучше. На самом деле луковая маска очень полезна. Она стимулирует рост новых волос, пока помогает избавиться от перхоти. Но есть противопоказания. Это раздражение на коже, какие-то маленькие ранки. Если у вас очень чувствительная кожа или есть аллергия на этот продукт, то тоже эту маску делать не нужно. Теперь погружаем этот лук в блендер. У меня здесь вот такой вот нож-резец. В общем, берем и туда опускаем. Я видела, некоторые предлагают сварить лук для того, чтобы его потом измельчить уже вареным. Но при варке в луке убиваются все полезные вещества, поэтому самая полезная маска — это маска из сырого лука. В общем, погружаем. И закрываем крышечкой. Ой, только нужно оттереть руку. Закрываем крышкой. И теперь мы это будем измельчать. Взбиваем это до состояния каши. Тут у меня немножко сверху остатков, я сейчас их туда опущу. Ну и запах, боже мой, просто капец. Меня растрогал лук. Ладно, он меня еще не растрогал, просто действительно уже в глаза бьет эта штука. Не по-детски, я бы сказала. Ну что поделать, красота требует жертв. Это похоже, знаете, на что? На молотые зефирки для кофе. Но пахнет это совсем не так приятно, как зефир. Но на самом деле, я думаю, что достаточно. То есть я знаю это, потому что нам нужен сок. И сейчас я убираю блендер. И вот эту вот смесь я буду перекладывать в сито, чтобы потом можно было выдавить сок. Сюда перекладываем. И в процессе надавливаем. Ни хрена не выходит. В общем, если с ситом не получилось, берем тряпочку и делаем то же самое с тряпочкой. Сейчас я найду тряпочку и переделаю. Сейчас этот вот аромат лука прям заставляет меня щуриться, как будто у меня зрение минус сколько-то там. В общем, я нашла тряпочку, которая единственная была у меня в доме. Это старый пододеяльник, который очень страшный. Но нам нужно всего лишь отжать лук. Поэтому эта тряпочка просто люксовая вещь для нашей процедуры. И тут висит аксессуар, очень полезный. Украшение пыльной тряпки. Супер. Прям музей палиндоса можно открывать. В общем, нужно отрезать кусок от тряпки.
квадрат. Я надеюсь, что эта тряпка пропустит лук. Потому что я не подумала, что через сито не пройдет эта смесь. Вообще, идеально, конечно, иметь марлю и сложить ее в несколько рядов. Но марли нет, есть прекрасная тряпочка с аксессуарчиком. Вот, ровный отрез от меня. Мне так смешно. Отрез от души. Не жалей карандаши. Тряпку мы пока откладываем и ножницы. Хоть бы получилось, если не получится, нужно будет идти в аптеку за марлей. И вот эту смесь маршмеллоу мы выкладываем на эту тряпочку. Ой, отожмись ты, лучок, бурундучок. Не действуй мне на нервы. Ну, пока так, складываем кулечек. Вот у меня в детстве такое было представление, что вот такие кулечки дают путнику, когда он идет путешествовать. Он так как на палочку и такой назад. Я путешествую. Ну, детство прошло, а взгляды не изменились. Вот, направляйте сюда, мистер режиссер, и мы будем молиться. Это произошло! Ура! Чувствую себя каким-то первобытным человеком, который вдавливает кровь в жуков. Для своих целей, для покраски чего-то. Но у нас не покраска, у нас лечение наших волос. Какая-то я прям ведунья из племени первобытных людей. Мои штаны! Но я не ожидала такого расклада. Что делать? Радоваться жизни. Очень веселое получилось видео. Ну, на самом деле, все прекрасно. И я не расстраиваюсь. Потому что лук еще есть, пододеяльник есть. Это уберем. И сделаем еще раз попыточку. Ой, не на мусорке. Тут прям такая у меня антибактериальная терапия сегодня. Всего, даже мозга, чтобы не париться. Рассыпалась и прекрасно. Зато стол будет обработан еще более тщательно. И никакие там доместосы, хелпы и так далее не сделают это лучше, чем наш старый красный советский лучок. Это говорит девушка, которая родилась не в Советском Союзе. Я придумала кое-что. Мы вот эту смесь разбавим водичкой. И будет легче все это делать. И давить. Сейчас. Аромат блаженства. Люксовая версия Гуччи бай Гуччи Бурундучи. На самом деле, все просто. Мы выдавливаем это, чтобы в волосах было меньше чешуек от лука, потому что их сложно вымывать. И поэтому вот то, что здесь попало, я еще буду потом цедить, наверное. Однозначно, да. Короче, не буду пользоваться ножницами. Пододеяльник старый, поэтому он легко поддается. Идеально. Ровно, как будто я была в раскроечном цеху. Кладем. И помню, что я говорила, что я добавлю сюда водички. Это обычная вода. Я делаю так всегда. Наливаю в бутылку из-под минералки обычную воду. Вкусно. И наливаем сюда немножко. Супер. И теперь повторяем процедуру. Надеюсь, что у нее будет исход немножко другой. Сюда. Вываливаем. Я уже вывалю весь лук. Чего тут томить, потому что и так уже много всего произошло. Так. Мы берем. Ну да, действительно, с водой гораздо лучше это делать. Главное сильно не давить. Мы никуда не спешим. Потихонечку, помаленечку. Ручная соковыжималка — это немножко другое. Ну, конечно, я советую марлю купить, потому что такой взрыв — это не шуточки. Воняет так.
Интересно. Напряжение накаливается. Все больше и больше. Все больше и больше давления со стороны Лука на тряпку. У Полины тоже напряжение везде. Она готова ко всем поворотам жизни. Но медитативная струйка Лука не говорит ни о чем плохом. Наоборот, она успокаивает, и можно созерцать ее после тяжелого дня работы и активной деятельности. Но, знаете, вот этого вот раствора на самом деле уже и достаточно. Но нет, мы будем до последнего давить лук. Король сегодняшнего видео. Ну, очень даже хорошо. С Марлей было бы проще. Что есть, то есть. Сейчас долью тут до этой полосочки. И будем уже наконец-таки наносить. Кстати, вот эта вот махинация очень хороша для проработки мышц рук. Я прям чувствую свой бицепс. Чувствую, как работают мои лучезапястные суставы. Вот так вот. И чувствую, какое у меня сейчас выражение лица. Как будто я поднимаю 30-килограммовую штангу. Так. Все, хватит. Посмотрите, это похоже на фигуру женщины. Если перевернуть вот так, посмотрите. Ах, какая попка. И горб. Ладно, можно слепить красивый поясничный лордоз. А головы типа нет. Ну, зато есть красивые ягодицы. Ладно. Выбрасываем. И вот эту вот, как я говорила, водичку. У меня поющий кран. Водичку мы сейчас будем цедить вот сюда, в стакан. Так. Супер. Помоем пиалку и все-таки перелью сюда, потому что из пиалки удобнее брать. Посмотрите, какая красивая вода получилась. Прям влага жизни. Цвет лилово-розово-золотой какой-то. Супер, мне нравится, как будто эликсир здоровья. Сыворотка молодости. Переходим к этапу нанесения. Красивый пододеяльник нам не нужен. Теперь наносим эту вот красивую смесь на волосы. Я буду делать это ватными дисками. Макаем диск. Интересно, она как будто желатином, эта водичка. Такая густенькая. И наносим на волосы, на пробор. В одну сторону и во вторую. Помним, что наносим только на корни волос. Не нужно наносить на всю длину, потому что эта смесь довольно-таки может пересушить волос. Это нам не нужно. Мы хотим простимулировать волосы расти и избавиться от перхоти, если она у кого-то есть. Вот. Ну, конечно, в конце мы нанесем и волосы все равно, когда их замотаем в гульку, все равно они пропитаются этой смесью, но целенаправленно мазать волосы по всей длине не нужно, нет смысла. Ну и вот, и как будто мы красим волосы, только ватным диском, мы наносим луковый эликсир на кожу головы. Знаете, на самом деле пахнет нормально, не очень так ядрено, я думала, будет хуже. На самом деле я люблю лук и все блюда из лука. Не так давно я делала луковый суп, французский рецепт, и там мало ингредиентов, но он получается такой вкусный, особенно смесь сливочного масла и лука. Много лука, жареного на сливочном масле, боже мой, это такая вкуснятина. А еще если и с грибами, вообще. Вот, поэтому намазываем смесь на волосы и представляем, что у нас на плите просто варится луковый супчик.
думаем о том, какие будут волосы красивые, ухоженные. Промазываем, стараемся промазать все части головы. Интересный такой освежающий эффект получается. Вообще так свежо сразу стало на голове. Еще момент. Делайте эту маску перед выходными или на выходных, чтобы вам не нужно было бежать на работу, потому что, возможно, с первого раза после мытья головы этот запах не смоется целиком, и вы будете напитаны прекрасным ароматом. Ну, возможно, кого-то это не смутит, но все-таки общение с людьми там и так далее, мало ли чего может быть вы пойдете на первое свидание с луковым ароматом, не советую. На третье свидание можно, но на первое не надо. Вот. И еще совет, когда уже будете смывать, намойте голову 2 раза шампунем, и потом можно прополоскать раствором уксуса, например, на литр воды столовую ложку яблочного уксуса, и просто после мытья головы сделать такой как тоник для волос, то есть просто их обмыть. И еще вариант, добавить в шампунь эфирное масло, например, розмарина или чайного дерева. Масла и уксус помогают смыть неприятные запахи, и если у кого-то чувствительная кожа, то снять раздражение. Хотя если чувствительная, то лучше такую маску, я повторюсь, не делать. Все, пусто. Теперь нужно замотать волосы в гульку. Как всегда. Поднимаем наверх или не поднимаем. Но мне, когда не поднимаем, не идет, поэтому поднимаем. И закручиваем, как всегда. Ох, какой аромат. Просто что-то фантастическое. Завязываем. Пленка. Куда же без нее? Если у вас есть банная шапочка, то тоже хороший вариант. Ну, я не пользуюсь банными шапочками, поэтому у меня ее нет. А пленка есть. Если нет пленки, не расстраивайтесь, есть пакет. Пакет то же самое. Пакет это более бюджетный вариант пленки, если что. Я похожа сейчас на инопланетянина, наверное. Такая прилетела и... Я Вернер. Я Вернер. Ну... Блин. Это сейчас... Ну, удержалась, хорошо. Все. Готово. Красотка. Правда? Короче, с этой смесью мы ходим 40 минут. 40 минут или час. У кого сколько есть времени. И потом смываем, как я сказала, водой, с шампунем, а потом ополаскиваем уксусом, или не ополаскиваем, или добавляем в шампунь эфирное масло. В общем, хорошей вам процедуры. Надеюсь, было весело, полезно, интересно. Смотрите мои видео, подписывайтесь. Пока-пока, до скорых встреч!